меня были отношения такие абьюзивные. Эти... И танцевали. Ой, ну что-то вы какие-то не очень. Какого хрена? Меня поимели сейчас. Мы за все платим. Выхода я просто не видела. И прилетев на Бали, у меня как в кино, знаешь, поставил диагноз, что у меня микроинсульт. Душа наша, каждого человека знает на самом деле все. И мне казалось, эта вся информация просто каким-то лепетом. Вот это я попала. Здравствуй. То есть я чувствовала на расстоянии, у кого какие. Уборка, когда ты ни о чем не думаешь, а драешь. Самый прекрасный психолог. Привет, Гая, спасибо большое мне очень приятно, я очень рада, что тебе это вообще в принципе стало интересно. И, добро пожаловать в мой подкаст, который новый, свежий и, надеюсь, будет полезным. И как обычно, я, конечно, провожу со всеми участниками созвон, и, соответственно, мы с тобой вчера созвонились, и когда ты мне сказала, что эта часть тебя даже больше, чем часть, которая Гая фотограф, это как бы, я прям такая думаю, вот это я попала. Здравствуйте, именно в ту дверь вошла, скажем так, и это супер класс, то, что ты у нас классный фотограф, я думаю, что это не секрет. Если есть у тебя еще что-то, что ты бы хотела о себе, может быть, рассказать вкратце зрителям нашего подкаста, тебе слово. Я, наверное, расскажу, чтобы зритель понимал вообще, кто и... Но не буду полностью историю своей жизни, потому что это займет 3 года. Если в 3, это как бы тоже неплохо. Вот прям ровно столько бы это заняло. Скажу только, что тема такой вот самореализации, да, самопознания, она мне была интересна с самого детства. То есть я помню себя еще в совсем маленьком возрасте, приходя в школу, лет 10 мне было, может быть, 12. Приходя в школу и каждый раз думая, зачем мы все это учим, зачем мне из себя изображать того, кем на самом деле я не являюсь. То есть вот этой вот быть частью этой системы, которая... я же говорю, что я с самого маленького, я знала, что мы немножечко больше существа, чем то, чем нас пытаются запичкать. И мне казалось, эта вся информация просто каким-то лепетом, вообще ненужным по жизни. Чуть дальше, где-то лет в 16, я помню, как сейчас, я шла и так вот смотрела в небо, было уже так, звезды уже появлялись, по такой, жили, до сих пор мои родители живут на такой длинной улочке, я шла сверху вниз, смотрела на звезды и говорила, не может же быть такого, что мы умираем, и на этом все заканчивается, и уходит вот это вот ощущение себя. Я точно была уверена, что на этом жизнь не заканчивается, что это просто какой-то определенный период времени, который мы здесь проходим, и, конечно же, есть за этим что-то больше. Потом настал 2011 год. Именно тогда я попала на мастер-класс к одному фотографу, зовут его Сергей Сараханов, и тогда он начал говорить про такие вот вещи, которые мне настолько отозвались, я такая, ничего себе. И он делал портреты очень глубокие то есть портреты души, он так это называл, делал фотопортреты, видеопортреты. И вот с того момента у меня вот как будто бы что-то щелкнуло. То есть я понимала, что есть люди, которые... То есть в моем окружении до того момента не было людей, которые бы думали на такой же вот... то есть так же думали, как и я, и мне казалось, что да просто будь нормальным человеком, посмотри на всех вокруг, просто будь такой же, да. И я скажу, что вот это вот самый такой обман, другого выхода и не было. То есть я не видела вокруг людей, с которыми бы можно было поговорить о каких-то таких вещах. И тут раз приходит человек в жизнь, и у меня, честно, такой был приятный шок, что неужели попался человек. И вот с того момента начался мой такой путь такого, что ли, ответа на 1001 вопросов, которые были до и которые появлялись после. Что большой путь очень бесконечный, наверный, я бы даже бесконечно, сказала. но на тот момент, когда начались эти все вопросы, первый этап, когда полностью начал терять такое, что ли,
желание существовать вот в том мире, который ты построил глазами других людей, да, то есть который был построен благодаря той же системе, благодаря взглядам там родителей, да, обществу. И этот мир просто ну, хотелось, ну не то чтобы его хотелось разбить, то есть момент, когда ты осознал, что это все на самом деле не то, не то, как ты хочешь видеть свою реальность, все началось рушиться. И слава богу, потому что, ну, честно, очень был тяжелый путь. И в 2016 году произошло... слушай, это ж так интересно, что мало вообще кто знает. Все знали Гаю, такого позитивного фотографа, но когда фотограф Ну, заходил наверное, домой, да. закрывал двери, и тут начиналось Самое интересное. самое жаркое, да, потому что у меня жуткие были депрессии. На тот момент, к 2015 году, я уже была где-то лет 5 в таких вот жутких депрессиях, и выхода я просто не видела. И прилетев на Бали, у меня как в кино, знаешь, все началось с момента, я прилетела на Бали. Прилетела на Бали почему? Потому что в 2014, когда началась война, я уехала из Украины, я уехала в Сочи. Сочи меня прекрасно принял, с офигенно крутыми людьми, правда. Все классно, но у меня были проблемы. У меня были проблемы с тем, что я не понимала, кто я, куда иду, что я хочу. Вот это вот, как я уже, ну, то, что я сказала буквально пару минут назад, что мир начал рушиться, он действительно начал рушиться, но основы на построение нового мира у меня не было. У меня даже не было никаких ключей. То есть просто все шло так вот. Так вот, я на Бали, 16-й год, я прилетела туда, думала, я сейчас прилечу на картинке с журнала, да, вот это вот песок, пальмы, но немножечко другая там картинка, и, ну, совершенно другая. И я в Азии никогда не была, и для меня таким был шоком, да, и я еще больше почувствовала какую-то безысходность, еще больше какую-то потерянность, и мне казалось, что просто выхода нет. И как сейчас помню, сижу я, слушайте, когда вы летаете, когда вы летите на Бали, не надо этого делать, не надо на этом острове, не надо говорить, боже, неужели это все? Это вот то, что я в голове, сидя там на берегу океана, я говорю, боже, ну неужели вот это вот все, на что я способна, все, то есть вообще ни на что, да, то есть жизнь была просто полным провалом, как мне казалось, хотя я же говорю, что картинка была другая. Вот сейчас вот расскажи всем, кто знает меня в те года, все скажут, да что ты, у тебя была прекрасная жизнь, ты путешествовала, ты там... Но мало кто знал, что за этой картинкой. Очень не люблю сейчас. Я вот когда вижу эти картинки, я, наверное, еще поэтому такая меньше, что ли, стала уделять вот этому выкладыванию, смотрите, где... Ну, то есть мне хочется вот теперь, ну, не показывать, ну, то есть я не вижу в этом смысла. Хочется показать настоящесть вот этого вот момента, но не вот эту картинку, которую я раньше показывала, и прячась за нею, совершенно была другая история, другой человек, и в общем, так вот, сижу я, значит, на берегу океана, на Бали, и думаю, неужели, Господи, это все? В этот же вечер, ну это вот буквально через полчаса, наверное, у меня полностью не имеется тело, у меня пропадает речь, я просто слегла, у меня полностью теряются силы, я не понимаю, что со мной, я не могу нормально говорить, вызываю врачей, они мне парацетамол выписывают. Ну, там я немножечко историю сокращу, потому что это прям очень долгая история, из одного его места в другое переезды и все такое. И наши врачи уже здесь, я уже не помню, в Украине это был, то ли в России врач, поставил диагноз, что у меня микроинсульт. Ну, типа, что вот, да, не видя меня по моим этим самым, что у тебя микроинсульт, в общем, лежи, вот тебе такие таблетки, пусть тебе привезут, купят. Я лежала, я 2 недели просто пластом лежала, вот так вот. Я встать не могла. То есть потом, когда уже, ну, не буду рассказывать, история реально очень долгая, когда я уже вернулась к нам в Киев и попала к доктору, есть такой госпиталь, военный госпиталь в Киеве, и доктор, я просто зашла, он просто как-то такое ощущение, что считал просто. Он сказал, что у тебя истощение нервной системы на фоне стрессов и физических, и психических, в общем, и всего. Он такой, ну расскажи, как ты себя до этого довела? Я такая, мне даже сказать нечего, что я как
точнее, что я не сделала, чтобы это не произошло. Мне нечего сказать, потому что то, какой образ я жизни вела, то, как я себя, извините, загоняла, то есть это было как будто программа на уничтожение. То есть я потом уже, когда начала разбираться во всем этом, я потом уже нашла, откуда это, откуда ноги растут, но это уже другая история. Я к чему? Я к тому, что после того, как я вот слегла, мне понадобилось 6 лет, чтобы вернуть 70% своего здоровья. То есть до сегодняшнего дня остаются еще 30%, где силы жизненные... То есть я очень быстро устаю, не очень быстро устаю от людей, от шума, ну, в общем. Но я на пути к выздоровлению и нашла свои методы, и очень много чего. Очень, если честно, где-то благодарна этой ситуации, потому что если бы не она, я бы так глубоко, наверное, не копнула. И на тот момент, уже я добавлю сейчас, и мы можем продолжать, на тот момент начались сниться такие очень откровенные сны, это и встреча с Богом, это и, ну, то есть очень такие, это и моменты, которые, боже, я сейчас говорю, аж прям, это и моменты, в которых, точнее, сны, в которых мне показывали, типа, в чем вообще проблема, где я, в общем, чего я, в общем, делаю, чего не должна делать. И еще больше я такой эмпат с рождения, даже, наверное, гиперэмпат, да, где, то есть мне очень самого маленького, то есть я чувствовала на расстоянии у кого какие вообще, что, то есть мне не нужно связываться с человеком, я знаю, что у него, я знаю, что у него в этот момент происходит, что он чувствует, где он плюс-минус находится, то есть такие вот, и это стало еще более остро, вот после 16-го года, после вот того, что со мной такое произошло, ну как-то, да, и на сегодняшний день, благодаря прошлому году, это еще больше стало, что я прям можешь у меня спросить реально вообще, какие вопросы хочешь, я так с полочки, так с верхней раз, и как я как их не люблю эти все слова модные, ченнелеры или еще кто. Не вообще, я очень не люблю это все. Я люблю все на простом таком языке. То есть я такой ясно чувствующий человек. Ну, в плане, то есть информация мне идет через ощущение. Через физическое тело мне информация может прийти, поэтому я не очень могу находиться с людьми в одном. Я чувствую, что у кого болит, и мне иногда, может быть, от человека начнет тошнить, оказывается, у него там что-то происходит. Ну, в общем, такие вот моменты, поэтому я в какой-то момент просто закрылась в каком-то своем таком мирке, потому что переносить эту всю информацию, пропускать через себя реально очень тяжело. А что с ней делать и куда ее нести, я пока еще не знаю. И мне очень, вот прям нереально сложно находиться реально в одном пространстве, с кем бы то ни было, потому что я чувствую просто каждую эту, знаешь, каждую эмоцию, которая зажата у человека, он ее там, допустим, не видит, не воспринимает. Я чувствую каждое просто все, и мне от этого становится очень тяжело. Мне хочется, высвободись, пожалуйста, и тогда мы сможем коммуницировать, пожалуйста, высвободись. Но это, да, и почему говорю прошлый год, что-то вот прям произошло летом прошлого года, возможно, потому что я не знаю, насколько, ну, это, я не знаю, насколько это будет интересно, да, что и насколько это именно так, как все говорят, да, и что все-таки Земля, даже то, что я чувствую, то есть Земля начала очищаться, она начала сбрасывать такие тяжелые энергии, тяжелое все. И на эту чистоту, когда ты настроен, когда ты сам очищен до такой степени, то информация приходит просто очень вот прям вот так вот. И когда ты сонастроен, то все, конечно. Но как это все самое важное, как с этим всем сосуществовать с реальностью, которая окружает, к чему мне кажется, что нужно идти, потому что просто сейчас закрыться и сидеть, ну, это вообще не про меня. Я честно скажу, я далек человек от каких-то высоких звуков, хотела сказать, высоких, реально звуков, слов, да, вот я такой, я всякой, я тут, ну, да. Гай, спасибо тебе большое за твою А историю, тебе за то, что ты поделилась. Это как бы, ну, это очень личная и очень глубокая какая-то такая вещь. У любого человека будет своя история. Я не знаю, ну, как не
не у всех связано это со здоровьем, кто-то Мгм. просто Мгм. так пришел, ну, ты вот сказала, и мне это очень, очень стало знакомо. Этот момент тоже был очень долгий, неприятный период моей жизни. Но мне кажется, в такие моменты, наверное, либо так как ты ищешь уже все равно ответ, хотя бы какой-то, хоть на какой-то минимально один вопрос, то начинает все равно приходить, соответственно, эти ответы отовсюду, мне Когда кажется. ученик готов, приходит Да, учитель. да, Это и да. в И виде книг, это и в виде человека, это и в виде вообще всего. любой Я информации совсем однозначно. недавно открыла книгу, и причем вот информацию, боже, думаешь, ну вот почему ты прежде не открыл книгу, да, вот не пришла на тебя. Но я только осознала, что чтобы выздороветь, нужно реально действовать на 3 уровнях. Об этом никто не говорил, об этом я нигде не слышала. То есть я вот к этому пришла, что пока ты не поменяешь физическую свою оболочку, да, там, свой режим дня, пока не настроишь все это, пока ты не ментально не разберешься со всеми своими блоками, со всеми своими там убеждениями, вообще всем остальным, и пока ты духовно, потому что без веры и без того, как ты внутри то, во что, то, куда ты идешь, ну, то есть там целый мир. Невозможно выступить, ну, это просто невозможно. И это если человек реально болеет каким-то тяжелым, допустим, у меня там, помимо вот этого, вот у меня, если приглядеться, то здесь вот есть такая узловая опухоль, она очень большая, и мне говорят ее резать. Я сказала, нет, я с этим разберусь. То есть настолько все было в жизни запутано, что это запуталось прямо вот здесь вот в 5 узелков, что там нет живых тканей, мне говорят, это надо резать, и я же, конечно же, ничего не хочу резать. То есть, ну, это если под определенным светом, то Мгм. прям такую шишку, она здесь видно. Я к чему? Я к тому, что э, путь у всех путь у всех путь у всех разный, но путь один. Вот. Да, да, я согласна. Ну и как бы однозначно в какой-то момент, когда, наверное, что-то не работает, человек просто начинает в здравом уме начинает размышлять, почему это не работает и как это исправить. И, конечно, а, попадающая в нас информация, мы уже начинаем ее обрабатывать. Ну, кто-то по-разному. Кто-то уходит в Тибет, кто-то занимается йогой, кто-то находит какие-то БАДы, кто-то идет, соответственно, путем, как ты сказала. Знаешь, самое что интересно, что не каждый, далеко не каждый задумается тем, что с этим можно что-то сделать, что это Это никак не определенно. тебе не... Ты обязан взять себя в руки, ты обязан, только ты отвечаешь за свое Конечно. здоровье, за свое состояние. То, что тебя учили, то, чему тебя учили родители, так извини, они ничего не знали. У них еще было худшее детство, чем у тебя, у них еще было тяжелее все, у них не было столько информации. Боже, сейчас открой чат GPT, задай ему вопрос, откуда растут ноги, он тебе выдаст просто все, ты понимаешь? Информация сейчас просто лежит, просто возьми ее. Но не каждый к этому придет, понимаешь? Ну, и дополнительно к информации ее настолько много, что вычислить ту Но информацию, которая, во-первых, которая тебе нужна, во-вторых, насколько ты можешь ей доверять, это тоже здесь очень только такое. Да, здесь только, ну, знаешь, пробы и то, что тебе отзывается. Тут еще очень важно, чтобы ты себя начал слышать, Да, потому что себя слышать определенно. душа наша, каждого человека знает на самом деле все и наперед. То просто мы, придя в этот мир, очень сильно заигрались в эту систему ума, систему такую матричную, да. Посмотри, вот я захожу иногда в метро, смотрю люди, и думаешь, боже, люди, вы просто в каком-то, не то чтобы в телефоне я не сижу, да, но вот ты просто смотришь со стороны, и смотришь, как люди просто в каком-то, кто-то сидит весь в печали, кто-то сидит весь какой-то, и думаешь, и ты не увидишь ни одно радостное лицо, ни одно улыбающееся, ни одного человека, который был бы в моменте прямо сейчас, понимаешь? Вот это Ну, вот и да. вот это вот и есть тот так называемый ад, которого все боятся там где-то, но он здесь, он просто вот прям здесь, и он был построен нашим ментальным, умом, давай скажем. Ну, И, ловушки ума это, да. конечно, вообще отдельно, наверное, огромная тема, да, в которую мы все попадаем, и из которых э, порой очень сложно вообще Мгм. выйти или их вообще элементарно увидеть, а потом, когда ты их видишь и думаешь, вот как, почему это произошло. Да, но сейчас, как мне кажется, вообще
во всем мире. Как я увидела это, в принципе, и в своем окружении, скажем так, то есть в людях, которых я вижу, я уже говорила, что у меня очень много людей стали заниматься последнее какое-то время самопознанием, саморазвитием. Кто-то занимается этим для себя, кто-то там продолжает, идет в коучи, идет в психологи и так далее. Но в любом случае, то есть люди, которые там 20 лет назад шли в университеты, Курили, пили, даже, ну, и курили, пили эти, и танцевали. да, либо те, кто там, я не знаю, шел в университет учиться на экономический, юридический, и были Это был я, это уверены. я. Я Но это, экономист по наверное, образованию. в нашем, да, Ай, в боже. нашем Да. окружении будет много таких. И сейчас, которые абсолютно в другие ушли сферы. И я думаю, что у мира, как ты сказала, что мир очищается, об этом много сейчас где Да, говорят, да, и да, да. многие об этом Мгм. говорят, и я думаю, что запрос все равно есть. Но исходя даже элементарно из того, что ты сказала, что люди настолько, они вроде как бы в своем мире, но этот мир настолько часто, это не осуждение, ничего подобного, но он настолько пуст, то есть вот этот вот телефон, вечером телевизор какой-то, никакого, но и в то же время все хочется быстро, сейчас, все как там, все как на картинке, все И как в обрати внимание, Инстаграме. насколько этот мир у большинства, да блин, если я сейчас не ошиблюсь, если я скажу 99, я сама там была. Я сама была в том мире, который полон боли, каких-то рамок. У меня совсем недавно, буквально вчера, было общение, и я с противоположным полом буквально пару смс это длилось, и я поняла, насколько люди, мне казалось, вот все сейчас уже познали все, и ты сейчас напишешь что-то, и тебя поймут, и насколько, я не говорю про какие-то высокие, это были просто смс, ну знаешь, ну просто самые-самые примитивные, и ты в этих смс просто между строк читаешь, как я в себе не уверен, и как вообще у меня все плохо, и ты такой думаешь, блин, ну серьезно, ну это же уже ж можно идти и с этим что-то делать, а люди не хотят. Ну, то есть никто не говорит, что каждый должен чего-то делать, да, Каждому здесь свое. выбор Каждый должен каждого, делать то, что кому угодно, и это, каждый конечно. пришел зачем-то, да, и просто что-то твое, что-то нет. С кем-то тебе по пути, с кем-то нет. Ну вот ты сама сказала, что затронула эту тему. Э, общение в общем с людьми, вот насколько а, с людьми, с некоторыми, которые этим не занимаются, которые этим не интересуются, что с ними нужно, с одной стороны, аккуратно и гуманно, скажем так, общаться, а с другой стороны, это бывает тяжело, особенно если это люди какие-то твои близкие, твои все равно давние друзья, какие-нибудь старые друзья Знаешь, детства. да, я понимаю, о чем ты говоришь, но здесь, знаешь, что нужно? Здесь нужно каждому позволить быть собой, как бы так ни было трудно. И ты не представляешь, как бывает трудно. Иногда я беру дистанцию, я там где-то пропадаю от каких-то людей, да, вот только потому что я вижу, что у нас нет никаких соприкосновений. Но в итоге как-то жизнь все равно сводит, а тем более, если это родственники, да, это вообще, знаешь, такая интересная тема, что родственники для нас в этой жизни это самое главное нашу сейчас проработать, Наши проработчики. главные учителя, да. И учителя, понятно, да, мы у них учимся, и самые главные люди, с которыми мы должны пройти то, чего мы не прошли когда-то там в тех прошлых жизнях. Поэтому сказать сейчас я исключу всех своих, потому что они, видите ли, не такие просветленные, как я, это тоже говорит о большом таком эго. Но как быть, да, вопрос такой с ними, я очень честно, мне было очень тяжело, пока я пока не начала видеть в каждом таком близком мне человеке что-то красивое, что есть у них. То есть, допустим, если брать, я не знаю, будет мама моя смотреть или нет, если брать мою маму, то у нее это преданность, это прям настолько большая, да, это, ну, это просто нечто, да, и я ее очень уважаю, это любовь ко всему. Понимаешь, и вот так вот, когда ты
выходишь из осуждения, да, ой, ты не такой, ты там, да, возможно, человек не так, как ты видишь, но он не должен видеть так, как ты видишь. Но когда ты находишь вот то зерно, которое в него было посеяно, то, чем его частичка души прекрасна, она у каждого своя. Это просто такое уважение, такая любовь возникает. Неважно, что происходило в жизни между людьми, неважно. Но знаешь, тут просто из позиции осуждающего уйти в позицию Восхищающегося. Вот. Так же самое, как и с моим отцом. Да, как бы там ни было, это просто человек с большой буквы. Такие у него есть качества. Боже, спасибо, что мне подарил такого отца. Хотя я же говорю, что было в жизни всякое. И к этому прийти, но это уже, знаешь, как некая следующая стадия, когда ты перерастаешь вот это «я такой весь умный, такой весь просветленный, такой весь знающий, а все вокруг не какашки». Мне Кстати, вот здесь начинается, сейчас закончу, вот здесь это начинаются большие проблемы в жизни, когда человек немножечко, знаешь, вот представь, такая вот толпа люди, голову в голову, а у одного ну, типа, чуть-чуть выше. Тут, знаешь, как очень быстро сверху молоточком, больно бьют, очень больно бьют за то, что человек пытается себя даже в мыслях, я уже не говорю на словах, сказать, ой, ну что-то вы какие-то не очень, а я тут, смотрите, какой я тут развиваюсь, читаю. ну вот Это мне те же уловки кажется, ума, это да, да. тоже эго, понимаешь? Оно просто с разных сторон заходит. И полностью с ним подружиться, как я говорю, не распрощаться, потому что, извините, если бы не наше эго, мы бы не были там, где мы сейчас есть, понимаешь? Это такая большая сила, это такой большой ресурс, Боже. Но подружиться с ним и сказать, слушай, товарищ, знаешь что? Давай так, смотри, в жизни нам будет намного проще, если ты сейчас в людях начнешь видеть что-то тоже прекрасное, а не будешь себя тут из непонятно кого корчить. Сказала. Но касательно вот того, что ты сказала по поводу, что я тут такой классный, мне кажется, наоборот, когда ты выходишь на тропу самопознания, ты как раз с этими работаешь. Это, по крайней мере, у меня так было. Я поэтому очень скептично отношусь к любому вообще непонятно чему. Неважно, занимается он самопознанием, неважно, он, не знаю, идет профессиональные какие-нибудь там, не знаю, психологи или вообще что-нибудь. Дайте мне с этим человеком 2 секунды просто побыть, и рядом даже говорить не надо. Я все тебе вот прям просто распишу все, какие у него проблемы, какие у него затычки, и вообще, что он вообще не так делает, понимаешь? Вот это вот оно такая тонкая грань, вроде как я тут такой весь умный, но это тоже, знаешь, та же игра нашего такого вот, я такой умный, посмотри, я тут йогой занимаюсь, я тут книги пишу, а вы все никакие, а что ты будешь тут объективы менять, мое время воровать, понимаешь? Вот это вот тонкая такая грань, хватает одного слова понять вообще, кто, даже говорю, что даже не слово, даже просто одно, знаешь, есть такое выражение, дьявол прячется в мелочах, я обожаю это выражение, просто обожаю. Одно даже неловкое движение, и человеку выдает все. Уважение к тебе, уважение к людям, уважение ко всему. То есть и ты понимаешь, с кем ты имеешь дело. И неважно, чем он занимается. Йогой 350 лет, психологом 250 лет или еще кем-то. Это все вообще ни о чем, понимаешь? Сущность человека, она должна оставаться сущностью человека. Если ее там нет, то неважно, чем он занимается. Даже если он сидит и курит у подъезда, понимаешь? И ты подходишь, это оказывается, боже, такой человек. Но да, я согласна, как бы у каждого, как сказать, основные настройки заводские, скажем так, наверное, их поменять невозможно. То есть вот какой ты человек, ты можешь просто убрать все, что тебе мешает, и стать настоящим собой, и стать счастливым в том, что ты признал себя, признал все Я вокруг тебя себя. Я И тебе еще чуть-чуть, да, я понимаю, о чем ты говоришь, я тебе еще немножечко добавлю насчет, ты просто сказала первое, насчет заводских настроек, у меня сразу же тут пришел такой вот ответ. Мало того, что можно их поменять, можно еще и поменять все настройки, которые были за поколениями до тебя. Это очень большой труд. Допустим, все в семье, допустим, я расскажу немножечко о моей, женщина в замужестве страдала, да, она была физический абьюз, да, когда
ну, когда бьют женщин, да, Мгм. это было из поколения в поколение. Это и бабушка бабушке, и бабушка маме, и мама. То есть выкоренить вот эту вот, которая вот просто, вот эту программу, да, у меня были отношения такие абьюзивные. То есть где-то вот еще чуть-чуть, и я понимала, что это вот я повторяю просто судьбу своего этого. И вот здесь ты такое говоришь, стоп, это вообще не, это вообще то, что... То есть у каждого в руках есть все, чтобы поменять. Вот просто. И чтобы ты понимала, уже следующее поколение, которое, если бы, допустим, я дала или если я дам, эта девочка, допустим, да, родится, она уже не увидит такого отношения в семье, да, что отец там как-то обращается с матерью. И, соответственно, она и дальше понесет уже новую программу, переписанную программу. И так во всем, не только в этом. И так в каких-то таких вот мелочах очень, ну вот прям много. И я тебе скажу, что в какой-то момент мне казалось, что я переписала просто, я не знаю, 1001 таких вот, даже маленьких, да, не говоря уже больших, вот прям как это перекопал просто очень много. И здесь, ну, здесь важно понимать, что ты хочешь. Хочешь оставаться в этой вот такой жертвенной позиции, да, и это ж не просто, я не хочу сказать, это ж не просто так тебя, да, это тебе пытается вселенная сказать, эй, проснись, проснись, эй, проснись, встань на защиту себя, встань, скажи, что нет, так со мной нельзя, понимаешь? Нельзя так со мной, вот просто нельзя, знаешь, вот это вот принять такое решение, а очень сложно, когда ты уже в этой ситуации, так как я же говорю, что я где-то на полпути была там, на полшага даже, очень сложно вообще, настолько теряется связь с реальностью, ты уже не понимаешь, что хорошо, а что плохо. Ты уже не понимаешь, да вроде вот человек хороший, а с тобой что-то не так. Он так хитро может тебя вот просто твой разум, что с тобой Ну да, что-то не так, у тебя абьюзеры такие большие это проблемы, что только сложная он твой тема. спаситель. И выйти оттуда, боже, это надо быть очень... То есть я почему говорю, что эти все программы переписать можно, но просто сложно. И на это нужно и время, и Но желание. именно вот этот вот керн, как это сказать, вот Ну, это вот, то, с чем мы пришли здесь, да, по жизни, да, да, ты имеешь в виду, да, да. да, То есть смотри, это, здесь есть, я поняла, о чем ты, здесь есть, смотри, какая фишка, ты приходишь с набором из родовой системы, с набором, вот они все были добрые, все были там, с набором еще то, что ты наработал, со своим еще набором, своей, это, скажи это, возрастом своей души, скажи это чем угодно. То есть здесь еще, видишь, здесь такая очень глубокая для рассуждения тема, то есть кто с чем пришел и что с этим делать. ну, Но в любом случае, как мне кажется, и как я себе это где-то уже даже показала. Ну, то есть то, что я родилась эмпатом с самого детства, понятно. Возможно, эмпатичность эту, возможно, вот. можно развить. Я, не могу сказать, но я с этим родилась. Вот просто с самого маленького я чувствовала просто, что вокруг вообще происходит. У кого какие эмоции, кто чем, кто как. И возможно, потому что, я же говорю, что у меня у мамы была такая история, что я в животе была, у нее это все происходило, да, и я это как-то переняла. Но я не могу это сказать, с чем это эмпатия. Возможно, она и вот, знаешь, развивалась еще в утробе у матери, а возможно, я с этим вообще-то, я такой, ну как программа моей души, да, если так программу назовет, что вот я такой эмпатичный человек. Ну, как-то так. Ну, мне кажется, все можно развить. Любовь. При желании. Мы такие существа очень всемогущие, просто Ну, мало как хотим. минимум до каких-то определенных уровней по желанию. И я думаю, что можно какие-то вещи чуть-чуть хотя бы приоткрыть. Это я согласна. Другое дело, что действительно не все хотят, не всем это надо. Не все Но я, даже об этом наверное, задумаются. да, но наверное, нашла, может быть, какой-то ответ в твоем ответе, что ты сказала, что нужно искать какие-то положительные, какие-то добрые или сильные черты В человека, каждом человеке характера, они есть, в каждом. определенно, на которые ты просто переключаешься Да, и исходишь из да. этого. И что самое важное, не засыпать, не затопать, знаешь, оставаться чуть-чуть, немножечко за этим всем, смотреть на себя со стороны, думать, ага, что я сейчас проигрываю, какую такую роль я тут, может быть, слишком этот,
решил, что я тут такой весь, а может быть вот такую, понимаешь? И вот это вот самое классное, потому что вот это вот наш ум, он вот так вот обойдет, он вот так еще обойдет и сделает по-своему. И ты даже не Конечно. заметишь. Конечно, это определенно. Но ты в то же время сказала, что, допустим, ты очень сильно закрываешься и уходишь как бы не то что в себя, но уходишь Не, от не в себя, я контакта, ухожу для от восполнения. контакта, да, Да, я с выхожу восполнить. обществом. Да. И вот в этом направлении у меня первое, что, ну, как бы, опять же, ты говоришь, что ты уходишь, но закрываться тоже нельзя. Это тоже твои М-м. слова. И В этот момент, я тебе скажу, что происходит, я не закрываюсь, типа, как раньше, знаешь, закрывалась дома, я просто лежала на диване и думала, что жить просто, ну, то есть в душе происходила какая-то полная... Сейчас немножко другое такое, это не закрывание, а такое уединение, когда мне себя не хватает, моего общения со мной мне не хватает, когда есть чужие люди вокруг. То есть я, как знаешь, я растворяюсь во всем этом, я перенимаю их энергию, я прихожу домой, мне нужно конкретно вернуть связь с собой, убрать эти все такие вот, как же так просто сказать, допустим, чужую какую-то одежку себя, да, в кавычках снять, да, полностью настроиться на свое. Иногда бывает 2-3 дня мне нужно, смотря с кем переобщался, смотря сколько было шума. То есть, и когда ты вот, когда я нахожусь в этой такой вот тишине с самой собой, да, навожу свой порядок, делаю какую-то такую вот, создаю такую свою атмосферу вокруг себя, я так посижу, боже, как кайфово. И тогда я готова идти, и тогда вот открываются какие-то новые, потому что каждый человек, да, как бы там ни было, это наш такой мини-учитель. Каждое событие, каждое, что бы он ни приносил, и чем дальше, тем это, знаешь, острее чувствуется. Хочется просто чистоты этой, да, в мыслях людей, пожалуйста, просто чистоту мне. Потому что реально, я говорю, что даже одно маленькое такое слово показало полностью, чем человек наполнен. Неважно, чем он занимается. Мне вообще абсолютно все равно. И вот одна из тем, что ты сказала, наверно, ей будем немножечко заканчивать. Всех людей, которых мы встречаем, что это, как минимум маленькие, но наши учителя. И мне вообще кажется, что все люди, которых мы встречаем, для нас учителя, в том или ином контексте. Поэтому с некоторыми больше, с некоторыми меньше, с некоторыми какие-то, может быть, даже действительно кармические задачи, потому что иногда ты смотришь и думаешь: "Ну, господи, ну когда это уже Ну сколько, закончится?" когда же уже Да, закончится? уже Так у что я меня должна было понять? Так у Да, меня было с моим вот этим вот практически абьюзивными отношениями, и они закончились, знаешь, когда? Когда я когда? поняла, что человеку этому нужно дать столько, сколько он просит. Ну, внимание он просил на самом деле, что им нужно было внимание. Чувств у меня таких не было, которых он просил. Но там, мне кажется, неважно, какие чувства, там просто такое, знаешь, у людей бывает такое, такая, знаешь, черная дыра, в которую ты, что бы ты ни поместил, все будет мало. Такое, и понятно, что я ему не возмещу это, да. На тот момент и у меня была такая же точно черная. Мы же, понимаешь, зеркала, мы же зеркала. В тот момент я поняла, что, ага, мне нужно просто не брать у него, да, в свою черную дыру, а из позиции такого уже взрослого, да, потому что все мы на самом деле остаемся теми детьми, которые в основном, вот посмотри реально вокруг, это те же дети, просто взрослые. Да, что делает ребенок? Он просит внимания во всем просто. Ему надо внимание 24/7. И когда ты встречаешь таких людей, которым мало, все мало, ты ему делаешь ему мало и мало, и ты понимаешь, что просто перед тобой ребенок. И тогда, то есть где-то на подсознательном уровне я поняла, ага, ему нужно просто дать все, что он просит. Я правда, я себя заставляла, мне очень не хотелось, но я это делала. Делала в какой-то момент, знаешь, такое ощущение, что вот эта чаша, она выровнялась, и все. И мы такие: "О". Круто. И на сегодняшний день мы общаемся как нормальные знакомые, не друзья, понятно. То есть что-то ему там нужно и по фотографии, или еще что-нибудь. Он спокойно обращается, я ему снимаю. Взамен я у него там что-то, где-то чего-то делаю. То есть, то есть мы на сегодняшний день общаемся лучше, чем мы общались, когда были в отношениях. Правда.
И, боже упаси, я помню с первой секунды, говорила, это не мое, но я, знаешь, чего я шла в те отношения? Во-первых, тоже, опять-таки, моя такая потерянность, я не знаю, кто я, где я, куда иду. Это первое, то есть я его своего рода, знаешь, когда ты чем-то пользуешься, а это своего рода ты закрываешь свои потребности. На тот момент я закрывала свои потребности не знающего вообще потерянного в этом мире человека. За это нужно платить, мы за все платим. Ему нужна была плата, это внимание. Ему вот эту дыру нужно было заполнить туда просто... То есть ты должен был просто служить сутками наперед. Понимаешь? А ты такой потерянный сам, а тут тебе еще кому-то служить, ага, сейчас прям, понимаешь? И вот на этом, и поэтому эти все такие абьюзивные отношения можно просто взять вот так вот и просто поговорить, спросить у девочки, а ты туда шла зачем? Вот, ну просто давай, вот, дай мне пару этих самых, что у тебя, чего тебе не хватало в жизни, лично тебе? Тебе что не хватало? Где жить тебе не хватало? Что есть тебе не хватало? Внимания, не заботы? То есть там что-то будет. А что ты Конечно, давала но это взамен? всегда, конечно. Что ты взамен дала? У нас всегда вот эта чаша весов. Когда мы много-много очень берем, то когда мы много берем, вот мы, да, здесь, то вот здесь вот возникает очень большой такое, и тогда вот этот человек, стоящий здесь, думает, какого хрена, меня поимели сейчас. И начинает, да, и начинает с тебя выбивать, в прямом и в переносном смысле, выбивать то, что ему нужно. Такие Эт дела. да, это как бы, тоже очень такая, большая тема Большая и тема, да. да. Но вообще, в принципе, самопознание, как ты сказала и заметила, что, наверное, бесконечная вещь, и Бесконечное. И самое интересное, что можно самое и бесконечное, и самое, как для меня, и самое интересное. То есть мне в этой определенно. жизни кроме, только хотела сказать, кроме самопознания ничего не интересно, но на самом деле мне все интересно. То есть любое, особенно вот это нахождение, я этого раньше, то есть как я начала тренировать свое присутствие в моменте, я помню, как сейчас. Это был 14-й год, я жила в Сочи, я ехала в автобусе и говорила, слушай, не выпадай с момента, ты стоишь, держишь желтую ручку автобуса, посмотри на людей. То есть, чтобы, знаешь, разбудить себя, потому что вот это вот ты непонятно где, но не здесь, очень, вот наверное, вот это вот чувствовать себя хорошо в пространстве, в месте, где ты есть, неважно, где ты, только дает вот это ощущение себя вот сейчас, вот в этот момент. Поэтому уборка, когда ты ни о чем не думаешь, а драешь, самый прекрасный психолог. Ты Отключить, в да, этот момент, и самая прекрасная медитация, ты в этот момент, ты 100%. никуда не улетаешь, ты стоишь там, что-то моешь, ты намыл такой, вау, класс, у тебя просто, я не Еще и знаю, результат. у тебя просто как будто сняли с тебя гору всего, да еще и Да. такие эти откровения приходят, такой, особенно окна там стоишь, кстати, давно не мыла, стоишь, намываешь, надо бы помыть, сейчас жду погоды, стоишь, намываешь, ты в этот момент находишься в этом моменте, то есть, по сути, медитация тоже это своего рода, типа, нахождение в моменте, да, у каждого это свое, но я очень люблю вот никуда не улетать. И тоже медитацию. Поначалу я делала вот как, ну, знаешь, там, типа, под чем-то там закрыл глаза, то на сегодняшний день я могу просто в моменте словить себя настроенным на вот этот поток и находиться вот в этом таком вот состоянии, что ли, блаженства. Я это не могу описать. Я даже не помню, как оно называется есть индийское слово этому, когда тебе прям так хорошо, что ты все нашел, ты прям уже ты в космосе, но ты находишься здесь. И это возможно только когда ты начнешь ощущать и быть в моменте, никуда не улетая мозгами, никуда проблемами. Вот ты прям здесь, ты сидишь, пьешь воду, ты сидишь, пьешь воду и чувствуешь, как она пьется. Ты сидишь, кушаешь, а не смотришь в телефон, понимаешь? В моменте. И получать удовольствие от каждого момента. Вот что очень важно. У меня, давай закончим двумя вопросами. Хотела одним, не получилось, Давай, прости. ничего. Вопрос первый. У тебя есть, ну, как сказать, я не знаю, насколько правильно это так будет выразить, конечная цель, к чему ты идешь? Вот как ты поймешь, что огромная работа проделана, и ты довольна результатом? Вот какая-то, ну вот... Давай, да, я сейчас тебе скажу. Прекрасный вопрос, Аня, спасибо за него. Я только об этом, кстати, о нем думала, и, наверное,
ну, то есть мне пробегали в голове такие вопросы, думаю, сейчас с Таней будем говорить, интересно, типа, что я буду отвечать, да, и вот где-то вот, наверное, на твой этот вопрос у меня где-то в голове, причем я не понимала, как ты его задашь, да, где-то я в голове уже где-то держала ответ, что если вдруг Аня меня спросит, если у тебя какая-то такая вот огромная такая вот мечта, цель, куда ты идешь, и ты скажешь, вот я постигла, но точно о ней я тебе не скажу, потому что есть моменты, которые, ну, нельзя как бы... Есть моменты, с которыми ты можешь делиться, а моменты, которыми ты пока что это не произойдет, не можешь. Я вот тот человек, который считает, что вот давай пусть в жизни все сложится, как я, и я тебе потом расскажу. Так вот, маленький ответ на этот твой вопрос, который действительно очень объемный, я тебе дам. В момент, когда у меня появится кухня, Это просто кухня, интересно. просто кухня. То есть, вот правда, вот просто кухня вместе с квартирой, где мне будет Ну, супер понятно. комфортно, да, вместе. Вот в этот момент я скажу, ага, я, значит, сделала большой шаг. То есть, знаешь, я не то чтобы сижу, ищу, я не ищу, я жду, пока оно придет само. Неважно в чем. Я просто понимаю, что я просто не доросла до кухни. Я не знаю, поймешь Это ли ты сейчас мой очень ответ. интересно. Я могу, ну, как бы, то есть понятно, что, Понимаешь, во-первых, учитывая смотри, смысл передачи, и, во-вторых, смысл тебя. работаешь, и тебе приходят блага, да, вот такие Да. вот всякие. А кухни у меня нет, у меня действительно нет кухни, у меня там просто такая штука, где у меня нет кухни, у меня нет квартиры. Ты как видишь, я живу во временном таком жилье, как бы я ни искала, а я очень не сильно это делала, но я это делала. Я ничего не могла найти, я не чувствовала, что это мне сейчас нужно. Я решила доверить своим ощущениям, но я так мечтаю о кухне. Я так мечтаю о кухне Божией. И я понимаю, что это будет, значит, все. Я что-то действительно сделала, куда-то я на один шаг еще продвинулась. Пока 2 года никуда не продвинулась, я все Ну, во всему времени свое уже. время. Это, я думаю, ты Это сама мой знаешь. ответ на твой вопрос. Ну, То это есть круто. это вот Это когда ты что-то еще получаешь, знаешь, как какую-то То есть награду, это, да? ну, эта цель есть, и она у тебя, ну, как бы, Я не люблю притягивать слона за уши. Есть такое выражение, это мое. Потому что за это нужно заплатить. За то, что ты сейчас хочешь, за какое-то твое такое желание. Допустим, я хочу сейчас большой дом. Я, допустим, имею деньги только снять на 1 месяц. Я такая, да, все, я хочу этот дом. Я сейчас все отдаю, и я живу тот месяц в том доме. А что дальше, понимаешь? Также и внутренний интересно. ресурс, также и Да. твой внутренний ресурс. То есть этот дом мне не то, что финансовый, мне он внутренним моим ресурсом еще не даст, иначе он бы у меня был. Та же кухня. Ну, то есть я немножечко смотрю на такие даже, знаешь, материальные вещи, чуть-чуть с более такой вот стороны, что, ну, значит, я до него еще не дошла. До нее, до кухни я еще не даю. Ну, наверное, Дойдешь. я надеюсь, ты поймешь, о чем я сейчас говорю. Это Ну, это образные круто. такие Так, вещи. да, Да. понятно. Это как бы буквально мы не И разговариваем. буквально, что я Ну, действительно хочу. И как потому что есть моменты, Ань, воспроизведение которые, да, есть физическое. моменты, на которые я такая, ну вот, ну когда же, я прям каждое утро, ну когда же у меня будет, ну, допустим, это кухня, ну когда же я буду там, где я вот прям вышла и говорю, Боже, я на своем месте. Именно физически, я сейчас говорю не внутри, я прям физически. И я понимаю, что вот там вот еще не дошла. Иначе бы это все уже было. Это однозначно. Ну и второй вопрос. Мы с тобой очень много проговорили, насколько много работы прийти к каким-то определенным, прийти к кухне. Если сейчас сократим, сократим Класс, Аня. весь этот, да, вот насколько большая, Если огромная бы я работа, знала, что если бы мне надо сейчас, чтобы прийти к я этой не буду кухне. говорить, что это тяжелая работа или сложная, нет, это путь, который выбрала ты, значит, она уже автоматически не может быть тяжелой, значит, она тебе по силам, ты к этому идешь. Но вопрос мой вот в чем. Вот не легче было бы вообще просто, вот как ты сказала изначально, существовать, как вокруг многие люди это делают, не запариваясь вот в таком огромном Меня это масштабе. привело к 10-летним депрессиям. 10 лет. Аня, нет. Я Так не просто бывает. говорю, Вот. сидя на берегу этого океана, я думала, все, моя жизнь на этом и закончена. Правда. Я сидела, Боже, прости за эти, я столько просила прощения за эти мои мысли.
Господи, ну неужели это все, это конец моей жизни? А он сказал: давай, ложись. Пока не докажешь, что ты реально хочешь жить, пока ты не покажешь. А я действительно, у меня так было ощущение, что я реально по каждым этим своим, я показываю, доказываю, что я достойна жить, что то все было, в общем, помутнение разума. Я реально хочу жить. Это был очень тяжелый путь, Ань, правда. Но и в том состоянии, в котором я была, боже упаси, кого-то туда загнать. Сам себя туда, понимаешь. А знал бы немножечко, чуть-чуть бы был бы там умнее, не вступал бы в 22 года в отношения, в которых я не хотела быть, но у меня был комфорт там такой, знаешь. И этим я очень сильно заплатила. У меня все здоровье начало рушиться с того момента, понимаешь? То есть чуть-чуть бы вот сюда бы, знаешь, еще в том возрасте вложили бы, Как слушай вот говорится, это место, не слушай вот это место. как, Проблем бы не было, ни со как здоровьем, говорится, ни с знал чем. бы, где буду падать, подстелил бы соломку. Ну, здесь Знаешь точно, такую Ань, здесь фразу? вот знала бы, что вот это вот самое важное, то, что ты чувствуешь, а не то, что ты вот. Это нужно, чтобы ты там решал математические, не знаю, финансовые свои дела, да, там какие-то свои моменты. Но вот это для того, чтобы жить. На этом, я думаю, что Гая, прекрасно, как спасибо раз тебе огромное. Да, можно заканчивать. очень крутой разговор. Спасибо тебе Спасибо большое. и Я тебе. для Я на себя самом деле, точно Ань, определенные инсайты для себя вынесла. Очень очень круто, рада. очень Любую глубоко.